Здравствуйте. Я предлагаю вашему вниманию очередное видео о местных выпусках периода гражданской войны. И сегодня хотел бы поговорить о разменных чеках Майкопского военно-промышленного комитета. Показать, что об этом сказано вот в этой книге Александра Геннадьевича Баранова. И, собственно, показать эти чеки в своем альбоме. Если говорить о Майкопе и денежном обращении, то вот эта глава. Соответственно, в этой книге небольшая историческая справка, установление советской власти, денежный кризис, примерно такая же история, как в большом количестве, я говорю о начале 18 года, как в большом количестве других населенных пунктов и регионов нашей страны. Вот в обращении займа свободы, его купонов в качестве денежных суррогатов таких, изъятие их. Я, листая эти страницы, предполагаю, что заинтересованный зритель при необходимости сможет остановить видео и прочитать. Мне кажется, видео должно быть достаточно хорошего качества для того, чтобы прочитать текст. Поэтому я это все пролистываю, и мы переходим с вами к ситуации конца лета 2018 года, когда белые заняли Майкоп и вернули к жизни Майкопский военно-промышленный комитет. И он выпустил от своего имени в 2019 году разменные чеки достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей. Вот эта линейка, причем 1, 3, 5, 10 и 3 показаны еще с корешком. Вот. В этой табличке приводится ориентировочный тираж выпуска. Смотрите, очень небольшие количество выпущенных чеков, сумма общая и так далее, максимальные номера. Можем сравнить с тем, что есть у меня. У меня из этой линейки в моем альбоме лежат 3 номинала из 4, то есть у меня нет только 10 рублей. 1, 3 и 5 рублей они есть. Это Майкопские нефтяные промыслы. Это просто понятно, что это частный выпуск и отдельная история, не имеющая отношения, просто лежит рядом по городу, собственно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Достанем эти чеки. 1 рубль. Это выпущенный знак. Здесь интересная история на самом деле. Почему? Потому что если читать книгу, смотрите. Чек признавался действительным, если на нем был номер, стояла печать, подписи председателя комитета и кассира, а также была проколота перфоратором цифра его номинала. То есть 2 подписи, печать, перфорация и номер. Но смотрите, как интересно, вот даже в иллюстрациях здесь, в книге, мы вот так вот покажу. Печати нигде я не вижу на этих чеках. Собственно, поэтому у меня и возникает вопрос. То есть перфорации они есть, вот 1, 3, 5, 10, да? Но их нет на моих чеках. Сейчас посмотрим, сравним. Вот смотрите, 1 рубль я считаю полностью выпущенным чеком, потому что он без печати, но их нет и в книге. Не знаю, как это воспринимать, оценивать. Но здесь есть 2 подписи, есть номер чека. И есть вот эта вот перфорация в виде единички. Мне кажется, хорошо видно. Наоборот, здесь полностью чистый. Он когда-то, видите, где-то был наклеен в какой-то коллекции предыдущего коллекционера. Мы, знаете ли, все временные владельцы Бон. Они просто периодически ходят между нами, да? 2 подписи оригинальные чернилами. Вот. Без печати. Вот я считаю, что это выпущенный знак. Настоящий чек может быть во всякое время заменен в кассе военно-промышленного комитета на соответствующий денежный знак, имеющий общее хождение в Кубанском крае. Майкопский военно-промышленный комитет. И видите еще уточнение. Чек действительно только с проколотой цифрой его стоимости. Вот. 3 рубля. Такой он более уставший у меня знак. Тоже с номер, 2 подписи. Вот перфорация я здесь, может быть, она сгинула в процессе реставрации, потому что чек реставрирован, очевидно. Ведь видите, здесь, может быть, она и была когда-то
Это сложно сказать. Вот так вот он выглядит. А вот 5 рублей. Ну, а 5 рублей здесь очень просто. Это просто бланк. Здесь нет подписей. Вот этот росчерк, он ни о чем не говорит. Это не подпись. Здесь нет, собственно, подписей и нет перфорации. То есть, в принципе, это бланк. Не выпущенный в обращение. Ну, тоже как бы как предмет коллекционирования. Вот 3 из 4 номиналов этой линейки Майкопского военно-промышленного комитета. Там были впоследствии в 19-20 году еще другие выпуски Майкопе, но у меня их, к сожалению, нет. Я не буду на них останавливаться. Покажу именно в привязке того, что у меня есть. Есть у меня вот такая Бона. Бон майкопских, ну это уже так, не имеющая прямого отношения к теме, но просто так как лежит рядом и тот же регион. Покажу. Бон майкопских нефтяных промыслов. 250 рублей. Выпущенный знак с подписями. Настоящий бон разменивается и принимается во всех промысловых конторах только от рабочих и служащих майкопских нефтяных промыслов. Ходит только в районе промыслов. 250 рублей. Такая вот бона. На этом, пожалуй, все по Майкопу. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.